Так, теперь беремся за серединки. Здесь несколько вариантов. Первый. Взять готовые серединки, которые уже продаются там в флористических магазинах или магазинах для творчества. Можно их сделать из холодного фарфора, если вы таким увлекаетесь. А можно сделать из горячего клея. Вот именно этот способ я сейчас вам и покажу. В дальнейшем их можно окрасить желтой акриловой краской, либо колером, у меня вот это колер, либо окунуть в желтый флок. Но предварительно вам нужно будет на что-то этот флок закрепить, например, на акриловый лак. Моя любовь к флоку, она обернулась тем, что я флочу все подряд, поэтому я буду окунать флок. А вы смотрите, какой метод будет вам более удобным и приемлемым. Итак, сейчас 4 короткие проволочки, тонкие, сантиметров 8-10, больше не нужно. И одна толстенькая, подлиннее. Это 1,2, 2 мм. Почему она толстенькая? Она будет стебельком. Вы об этом помните, поэтому она должна идти в серединке. Чашечка с холодной водой, для того, чтобы не обжечь пальчики. Так, берем проволочку. Нагретый клеевой пистолет. Немножко клея. Пальчики в холодную воду. Формируем капельку. Сформировали, опустили в холодную воду, поболтали чуть-чуть. Вот такие серединки у нас будут у цветочков. Так, теперь берем желтую краску. Окунаем наши тычинки. Стряхиваем лишнее. И отправляем сушиться. Или берем акриловый лак, лишнее убрали и окунули в флок. Вот такая пушистая получается. На ваш выбор, что вам нравится. Вот так выглядит наша серединка. Я обмотала ее фоамираном. Теперь поехали приклеивать лепесточки. Сначала маленькие, а затем большие. Вот такой цветочек получился. Теперь внизу оборачиваем тейп-лентой до самого конца. Весь стебелек. Начинаем мотать чуть-чуть ниже и вверх. Вот таких цветочков у меня будет 3, все остальные будут у меня светиться. Теперь беремся за листочки. Для создания листочков нам потребуется фоамиран 2 оттенков. Зеленый, лучше если это будет темно-зеленый, коричневый, бордовый, сливовый, ну вот близкие к этому цвета. Можете также взять зеленый, но тогда вам придется его немножечко затонировать. 2 прямоугольника я отрезала так, чтобы помещался вот такой шаблончик. Шаблончик листочка фиалки. Они могут быть в 3 размерах, для того, чтобы фиалка не выглядела очень такой вот правильно. Я советую делать листочки один побольше, поменьше, немножечко вытянуть, чтобы они были разными. Почему прямоугольники разного размера? Мы на них будем наносить клей ПВА, и чтобы вам потом не прицеливаться и не искать совпадение углов,
мы наносим клей на одну половинку и свободно приклеиваем ко второй. Клей я взяла вот такой Момент Столяр. Он какой-то универсальный, он у меня везде. И наносим клей. Хорошенько промазываем край. Хорошенько придавили. Любые другие манипуляции мы будем проводить после того, как клей высохнет и листочки между собой хорошенько схватятся. У фиалки в среднем 15-18 листочков. Вот у меня будет их 17. Итак, откладываем наши заготовки. После того, как заготовка высохнет, по шаблону вырезаем листочки 1 к 1. Листочек у фиалки имеет неровный край. Вот такие манюсенькие волны. И с другой стороны. Теперь нам нужно сделать прожилки. Если у вас нет молда специального, который называется листок фиалки, возьмите универсальный лист. Подогреваем утюжок, прогреваем лист с лицевой стороны, отжимаем на молде. Готово. Берем кусочек проволочки, это толстенькая, 1,2 мм. Наносим по центру. И зажимаем. Теперь берем кусочек шланга 3-мм в диаметре и срезаем. Смотрите, под уголком. Вот что у нас должно получиться. На внутреннюю часть наносим клей. Я использую Космофен. И продеваем наш листочек. Заклеиваем. Листочки у фиалки толстенькие, имеют толстенькую ножку. Вот мы эту толстенькую ножку и создадим. Так, приклеиваем. Теперь берем тейп-ленту, оборачиваем ножку, под самый листочек заводим. Берем коричневую краску. Я взяла строительный колер, и он даже не совсем коричневый, ну вот как раз под цвет обратной стороны моего листочка. И закрашиваем вот эту часть. Немножко подтонировали. И добавляем немножко зеленого. Вот такой толстопузенький листочек у нас получился. Даем ему высохнуть. Теперь берем акриловый лак и зеленый флок.
По желанию зеленый флок можно заменить светло-серым. Но у меня не совсем темные листочки, поэтому я брала темно-зеленый флок. Наносим равномерно, не пропуская никаких участочков, даже маленьких, потому что там, где вы пропустите, там не пристанет флок, и будет у вас дырочка на листике. Так, готово. Вот он, наш родимый флок. Берем ситечко маленькое, я кухонное взяла. И притрушиваем листок. Лишнее убираем. И оставляем подсыхать. Не трогаем, пока полностью не высохнет флок.